Суп с ребрышками – отличный вариант обеда, очень советую. Выглядит просто сногсшибательно, пахнет просто замечательно. Ну и на вкус, само собой, восхитительно. Такой вариант обеда понравится и детям, и мужу, и вообще кому угодно. Можно даже, в принципе, на праздник сделать, так как если перелить в красивую посуду, будет очень празднично выглядеть. Он такой яркой очень окраски праздничной. Готовится такой суп из свежих ребрышек. Там много болгарского перца, свежих помидорок, кукурузы. Вкус такой необычный, яркий, незабываемый. Для начала подготовьте ребрышки, разрежьте их вдоль косточки, посыпьте специями и отправьте на сковородочку слегка обжариться до золотисто-красивой корочки. Обжаривать лучше на оливковом хорошем масле. Это придаст своеобразный аромат всему супу. Оливковое масло имеет высокую температуру кипения. При долгом обжаривании оно не теряет ни вкус, ни цвет и не становится канцерогенным. Сильно обжаривать не нужно, потому что на этом масле мы дальше будем обжаривать уже овощи для супа. Ну вот, ребрышки наши обжарились. Теперь нужно обжарить овощи, кукурузу и болгарский перец. У нас не стоит задача почти полностью приготовить овощи. Нам нужно лишь слегка их обжарить, чтобы сок впитался в масло. Добавьте специи к овощам. В принципе, супы это не выпечка, поэтому все делается практически в принципе на глаз. И всегда есть варианты вашего вкуса и вашего понимания процесса и блюда самого. Добавьте специи, указанные в рецепте. Количество этих специй вы можете варьировать. Добавьте соевый соус в зажарку. Я добавляю обычно чайную ложку 2. Добавьте в зажарку, не забудьте, кисло-сладкого рисового уксуса. Он даст пикантность нашему супу. Если есть под рукой хлебное пиво, любое, добавьте пару столовых ложек. Если нет пива, можно добавить вина красного или белого, тоже пару столовых ложек. Потушите минуты 2-3, добавьте овощи к ребрышкам в глубокую посуду с толстым дном. Сейчас мы уже собираем наш суп. Потушите мясо с овощами минут 5-10 без добавления воды для супа. И сделайте заготовку. В холодной воде разведите кукурузный крахмал, столовую ложку где-то, без верха. Мы ее потом добавим в суп. Он придаст такой кремовую текстуру. Теперь продолжим добавлять овощи. Добавьте морковь и картофель. Морковку нашинкуйте тонкими-тонкими перьями. Картофель порежьте кубиками. Тоже добавьте его в суп. Добавьте несколько сладких помидоров черри, штуки 4, а может и 5. Не снимайте с них кожу. Ну вот, пришло время добавить воды. Наливайте воды столько, чтобы осталось где-то 2 сантиметра от верха. Поставьте суп на умеренный огонь и дождитесь начала закипания, чтобы появились первые бульки. Суп ни в коем случае не должен сильно кипеть. Если суп будет сильно кипеть, будет образовываться пена, нам этого не нужно, и вкус будет не такой, каким должен быть. Не забудьте добавить лавровый лист. Если вы считаете, что ребрышек у вас было мало и суп будет не наваристым, можете добавить грамм 30 сливочного масла. И вот теперь добавляем наш кукурузный крахмал в холодную воду. Все хорошо помешайте, чтобы крахмал хорошо распределился. Поставьте суп для закипания на сильный огонь и дождитесь самых-самых первых булек. Как только первые бульки появятся, сразу же убавляйте на очень умеренный огонь. Суп не должен кипеть, пена не должна образовываться. Если суп будет сильно кипеть, будет образовываться много пены. Этого не должно быть. Вообще самые вкусные супы получаются именно на медленном кипении, таком томлении. Ну вот, как только первые бульки появились и стала слегка образовываться пенка, я убавляю огонь где-то наполовину. И теперь уже в течение 40 где-то минут или до готовности картофеля с морковью, собственно, мы и варим наш суп. Картофель периодически пробуйте и на середине готовности добавьте корейской морковки горсть и пошинкуйте оливок зеленых. Можно добавить черных еще по вкусу, кому как нравится. Да, и не забудьте добавьте лимончик. Вот такая красота у нас получается, аромат божественный. Когда суп у вас будет готов, выключите его и пускай он немножечко постоит, хотя бы полчасика отдохнет. У меня суп обычно томится где-то в районе часа на очень слабом огне.
Вкус регулируйте сахаром, солью, наваристой сливочным маслом, если вдруг не хватает наваристости с косточек. Подавать можно со свежими булочками. Это очень вкусно, с хрустящими. Суп получается очень наваристым, очень-очень ароматным. Вообще всем советую.